Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать интересный декор, а именно пушистый двойной топиарий, оригинальное кашпо и интерьерный шар. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Любая бумага, нитки, бумажный скотч, акриловые краски, ножницы, деревянные шпажки, зеленые нитки, травка, кисточка, крючок, шпагат, пенопласт, гипс, палки или ветки для ствола топиария, полимерный клей или клей ПВА, термопистолет, а также штампы. Приступаем к работе. Для нашего топиария понадобится два шара основы. Один должен быть больше другого. Основу окрашивать не обязательно, если вы будете использовать декоративную зелень или ниточные шарики, которые будут плотно прилегать друг к другу. Для создания кроны топиария, а именно для вот таких деталей, нам понадобятся пушистые нитки травка. Покажу вам несколько способов, как можно изготовить такие элементы. Второй вариант практически такой же, только наматываем на палец. Переносим нитку на какой-нибудь предмет, например, на карандаш. Промазываем клеем и также само подклеиваем. И третий вариант. Наматываем на палец. Протягиваем нитку под низ, делаем петлю. Закрепляем петлю и еще один раз. Вытягиваем петлю и проводим нитку через 2 петли. Чтобы сделать много таких деталей, понадобится терпение и усидчивость. Ну а если у вас все-таки не будет желания делать такие элементы, то можно использовать мелкую декоративную зелень, мох, окрашенные опилки или мелко нарезанные нитки.
Перед оклеиванием основы шпагатом ее необходимо обезжирить. Я использую средство для снятия лака. Шпагат можно клеить термопистолетом, если основа плотная и не плавится от горячего клея. Также можно использовать тонкий двухсторонний скотч или любой другой клей, который не плавит основу, например, полимерный клей, клей глобус или момент. Такую косичку также можно сделать крючком, но так как не каждый умеет вязать крючком, я специально показываю тот же самый метод, но только при помощи рук. Рисунок на кашпо можно сделать при помощи трафарета, штампов или декупажа. Но если вы умеете рисовать, то изображение можно просто нарисовать. На просторах интернета есть много красивых винтажных картинок, которые можно распечатать или обвести изображение прямо с экрана, приложив к нему белый лист бумаги, а затем перенести его при помощи копировальной бумаги на основу, после чего обвести тонкой кистью черной краской.
Во втором кашпо я приклеила 2 косички, нарисовала от руки пчелку и корону, а затем сделала вот такие штампы. Далее в середину приклеиваем пенопласт и устанавливаем ствол топиария. Закрепляем его при помощи термопистолета и дополнительных кусков пенопласта, а сверху заливаем гипсом. Гипс застыл, можно будет оклеивать внутреннюю часть. Вот такой получился симпатичный пушистик. Чтобы красиво были расправлены ниточки, его можно немного расчесать щеткой. Все слишком выступающие волокна и ненужные ниточки можно просто посрезать. Топиарий и кашпо готовы, теперь будем делать интерьерный шар. В качестве основы используем такой же шар, как и для топиария. Если у вас есть красивый яркий мох, то шар можно оклеить мхом. Я же в своей работе буду применять мелко нарезанные нитки травка. Клеить нитки можно как полимерным клеем, так и клеем ПВА, но клей ПВА долго сохнет, поэтому я отдала предпочтение полимерному клею. Наша интерьерная композиция готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Благодарю за поддержку, за лайки, за комментарии, за теплые слова и пожелания. Гости канала, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем вам желаю огромного творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!